Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. В предыдущем видео показывала эту заготовку в стиле бора. Обещала показать ее дальнейшую судьбу. Когда нашивала лоскутики, у меня было в планах пришить вот таким образом, наложением друг на друга вот таких два ромбика. Но когда я по контуру пришила лоскутик, я невольно дорисовала окно. Как видите, я оформила все линии двойной строчкой. И, в общем, дальше пошло-поехало. Остальные нашитые лоскутики решила превратить в домики. И вот этот лоскут, это будет центральная фигура, притягивающая взгляд, такой ностальгический деревенский домик. Остальные нашитые лоскутики мне захотелось оформить в виде многоэтажек, добавить мелких деталей в виде крыш, а также котика. Вот крышу я пришиваю петельным швом. Остальные крыши будут оформлены другими стежками. Заполнила полотно различными стежками. В основном это шов вперед иголкой. В общем, ничего сложного. Окна, двери прорисовала, чердачные окна. К домику пририсовала трубу. Дальше вы видите антенны, ночное небо со звездами. Все стежки придали плотности нашей заготовке, потому что сшивалось все вместе с основой. И еще не все нашито, а вот так выглядит изнанка. Узелков здесь немного. Такие хвостики, я их заводила внутрь заготовки между слоями. В общем, прятала, хотя вроде бы как зачем, да? Все равно это будет закрываться подкладкой. Нашивала все это недолго, это происходит все быстро. Сидите перед телевизором и, пожалуйста. Картинка в монохромной гамме. Я решила никаких цветов сюда не добавлять. И решила назвать эту картинку «Ночной город» или «Спящий город». При желании можно остановить видео и рассмотреть детально. Мне очень нравится вот эта декоративная расшивка. И дальше в видео я подробнее остановлюсь и расскажу об этом шве. Бумажный шаблон я очертила на серой ткани. Ночью все кошки серы. Глазки и носик обрисовала акриловыми красками. Ткань я укрепила дублерином. У меня встал вопрос, чем заполнить вот этот лоскут. И я решила продолжить вот этот рисунок. Я покажу, как выполняется эта интересная расшивка, напоминающая такую неправильную паутинку. По принципу обычного петельного шва, который используется для обработки края ткани, для обметки петель, для пуговиц, иногда при подгибке края ткани. Но вот в данном случае стежки прокладываются не по прямой линии, а хаотично, нарочито меняя расстояние между стежками. Где-то стежки прокладываются очень близко друг к другу, где-то шире, и столбики тоже короче или выше. Вот я закончила один ряд, и дальше я делаю прокол в нижнем ряду, я захватываю нить нижнего ряда, вот, а следующую нить можно подтянуть чуть выше, и получится вот такая выгнутая линия.
А дальше я пропускаю один шаг, можно пропустить и 2 шага, и тогда получается вот такое широкое окошко. Следующий прокол я сделаю поближе и столбик покороче. А очередной стежок я сделаю, подхватив нижнюю нить и подтянув ее повыше. Вот таким образом. Ну вот, и у меня закончилась нитка. Я продолжаю работу. В общем, принцип понятен. Можно пропускать шаги, окошечки получатся шире. Можно под одной дугой поместить 2 или 3 столбика и столбики сделать длиннее или короче, и тогда окошечки будут меньше и уже. Можно стежки делать под углом, наискосок, и тогда получится интересный рисунок. А в данном случае у меня он ассоциируется с каменной кладкой. Похож и на булыжную мостовую, или же на забор, выложенный из камня. Закончив ряд, я вывожу нитку наизнанку, завожу иголку между слоями тканей, вытягиваю нитку и обрезаю. И вот, что у нас получилось. И теперь надо пристроить котика. На этой заготовке все выполнено ручной стежкой, но кошечку и месяц я решила отстрочить мелким швом зигзаг. И на этом я пока заканчиваю. Что я сделаю с этой заготовкой, я покажу в другом ролике. Ну а если вам понравилось и что-то может пригодиться для ваших работ, ставьте лайки, пишите комментарии, которые я с удовольствием читаю. И задавайте вопросы, я на все вопросы отвечаю. Делитесь с друзьями в соцсетях. Это поможет продвижению моего канала. Это будет хоть какая-то плата за мой труд. Я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи.